Всем привет, дорогие друзья! Сегодня 29 марта, мы уже находимся в Дюссельдорфе, в гостинице Tulip Inn с таким прекрасным видом на футбольный стадион. Первый раз в жизни я наблюдаю вот такой в формате гостиницы, довольно экзотично. Сегодня у нас медиа-день, мы с ребятами его проведем, посмотрим, что ESL подготовили для нас. Я, как всегда, вас благодарю за подписки, за поддержку в такое тяжелое время. Мы постараемся подстроить наш контент так, чтобы он влился органично в ситуацию. Потому что мы понимаем, что иногда нужно отвлекаться на что-то и хорошее. И наши фанаты ждут новостей от ребят, ждут результатов. И надеюсь, что также ждут контент. Поэтому мы будем его для вас делать. Еще раз спасибо за поддержку. Подпишитесь на канал и давайте посмотрим этот влог. Итак, мы находимся прямо в гостинице, в игровой зоне, где непосредственно будут происходить официалки. Ребята сейчас настраиваются, ставят компы. Что у нас потом по плану? Их поведут на мейкап, потом большая фотосессия и будут интервью брать у электроника и бита. Стандартный медиадень, достаточно короткий, все проходит здесь, прямо в гостинице, никуда ехать не нужно, что приятно. В общем, давайте посмотрим, как это все будет происходить. Как тебе европейская жизнь? Ну, если честно, все хорошо было, но единственное, что напрягало, это ситуация, которая происходит дома. А так в целом нормально. Держались, да? Ты много играл, я видела, да? Тренировался. Шоу начинается. Да. Атака. Нас и так не хватает бойцов, не бей Валера. Никто меня не бьет. И как ты вообще готов к турниру? При предвкушении ладно? Да, я, честно, соскучился по плану. Надеюсь, мы хорошо выступим. На этом турнире мы играем без Кирилла. Печально, конечно. Он будет твой друг Хитрик, твой тиммейт бывший. Мы же играли вместе? На фесте играли, в команде нет. В команде не играли, да. Ну, ты вообще с ним знаком, да? Ну да, я с ним знаком. Как ты думаешь, он сможет влиться в эту атмосферу? Я не знаю, мы посмотрим, но у нас нет капитана пока что. Это... А кто будет капитанить? Я не знаю, Даня, наверное. Даня? Да. Да, Даня сейчас держит камеру такой. Что информация. Ладно, хорошо, у нас медиа, идем на мейкап и все такое, и потом у нас фотосессия, как я и говорила. И у тебя будут брать интервью снова. Видишь, тебя на каждом турнире у тебя берут интервью. А расскажи, как твои родные, как близкие, в порядке? Да, все в порядке. Все в порядке? Ну, у меня там бабушка, дедушка и дядя в Киеве, ну, под Киевом. Надеюсь, все будет хорошо. Ну, молимся за них, конечно, наши силы, наши все мысли с теми, кто остался там. Хорошо, пойдем на мейкап. Yeah, is it like this? Yeah. Is it like this, right? I think it was more like this. middle, yeah. Okay, no, super serious. Еще из новостей, вы, наверное, уже в курсе, что этот турнир мы проведем без нашего капитана. У Кирилла Убумыча был выявлен коронавирус, позитивный тест, и не один, поэтому он не смог прилететь. Вместо него будет играть Хитрик, который уже прилетел к нам сюда, в Дюссельдорф. Оперативно нам повезло, что он тоже находился в Европе, поэтому мы будем играть, по крайней мере, групповую стадию другим составом. Такие новости на сегодня. Ну, будем надеяться, что ребята смогут сыграться и показать максимум своей формы в групповой стадии. Готов? Да. Точно? Второй мид один. Прошел 5, тихо, идет 6, идет 6. Окей, бомба. 90 мог зайти, хитрик сзади, аккуратно. Жив. Не могу.
Слышь, они под Б. Убивай, убивай, Сань. Три, конец. Все, два, второй мид были. Всем привет, дорогие друзья! Наш влог продолжается. Медленно из медиа дня мы перешли уже непосредственно в игровой. Сегодня у нас первая игра против команды АГО. Это польский коллектив. Польша нас очень сильно поддержала, поэтому это такой даже символичный матч. Коллектив АГО, в принципе, занимает 137 место в рейтинге ХЛТВ. Я думаю, что мы являемся здесь безоговорочным фаворитом, однако мы выступаем с заменой. Я переживаю перед этим матчем, но надеюсь, что это не передастся на ребят. Мы же им об этом не скажем. Думаю, все будет хорошо. Поэтому поехали смотреть игру. Я подельщиком, который Белый П. Понял, жив. Еще иди спина, иди спина. Два, жить, парень, на спине. Проходит? Я на ноге. Я на ноге. Авик сколько? АВП, ждет. Проходит? Плохая бомба, плохая бомба. Гусь. Хорош. Хорош, Санечек. Били битого, еще один зайчика будет делать. Пика, по такому били. Я шел. Дэшка должна. Взял мид, нет. Прошай, Валер. Живи близко. 4-4, сев. Окей, дынул бомбу. Он широко пикает, прикинь, под флешку. Ты не ослеп же, да? Молодец, Валерчик, красавчик. Скаутик, он, скорее всего, слышал нас. Я хочу его убить при файре. Так и же. Красавчик. Забираю его. Ain't accepting, ignore, just kicking down all the doors. Guarantee you, boy, if I ask for it, it's gotta be real big. I gotta make it just for my kids and for their kids, just kids. That's wealth years and years. Promise my brother soon as he out and finish this bid. We're finna do it bigger than anybody ever did. The odds is real big, job that's real big. Satan trying to. Молотов джангл хороший, да? Впереди. Для ногого. На дорогу. Убил. Зиг, жить. Я в джангле, я джангл занят. Джангл наш. Убил джангл. Зиг был давно. Time to count for them dollar signs like lights, they'll blind you. Let me rewind to back when I was broken, I couldn't acquire 2 cents, and now I got 2 rents. They was sleeping on me, homie, must have got too big. Call my phone, I be like, who this? Damn right, hell yeah, I'm brand new. Smell like can too. I'm fresh forever like canned food. Алфа убили. Еще был голова или кон. Мог КТ пойти. Флешка даю джангл. Флеш могу КТ дать. Дал флеш КТ на пик. Джангл мог, да? Я дал смог. Даю маг джангл. Джангл уже убили. Все, ласт боевых. Лав под окном. Убили это. Боевой лев, ты очень опасный. Найс! Умный. Не такой он умный. АК, сейви АК! Давайте, парни. Найс! АК заберите все, и мне подкиньте АК. Смотрение либерат. Ну что, друзья, завершился наш первый матч в рамках ЕПЛ. У нас было всего 2 карты, но мы их играли как раз сейчас, кстати. В 12:30 начался матч, и мы его закончили в 4, друзья. И это было только 2 карты, 7 серий овертаймов. Вы когда-нибудь вообще такое видели? Такое встречается редко. Но против наших польских коллег
соперников вышел матч очень интересный. Думаю, интереснее, чем многие ожидали. В общем-то, что мы сделаем? Мы сейчас переходим, друзья, к новому формату наших влогов. Мы подумали, что нам немного не хватает информативности в влогах. Мы решили потестить новый формат. Сегодня мы с Петриком и Костей Лениным обсудим начало ЕПЛ, обсудим этот прикольный матч, что скажут наши эксперты, поэтому двигаемся дальше. Здравствуйте, дорогие друзья! Как я и обещала, у нас будет сегодня небольшая аналитика. Мы обсудим матч против АГО, мы обсудим вообще, в принципе, нашу группу D вместе с дорогими людьми, гостями, друзьями. 1000 лет людей я знаю, люблю и обожаю. Костя Ленин, Саша Петрик, здравствуйте. Доброго вечора, ми з України. Здравствуйте. Слава Украине. Доброго вечера. Итак, мы решили поэкспериментировать немножко с нашими влогами. Я по вам соскучилась. Надеюсь, вы, ребят, в безопасности. Давайте быстренько, где вы сейчас находитесь? Все ли в порядке с вами? Ну что ж, я нахожусь в Польше, в Катовице. Позавчера пытался вернуться в Киев, у меня не получилось, так что сижу по-прежнему здесь. Подписывайтесь на твиттер Кости для того, чтобы узнать, зачем он пытался вернуться в Киев. Саш, а ты? Я в Україні, з Києва виїхав, але повертатись туди поки не хочу і намагаюсь тут робити якийсь контент. Да, у тебя получается, прекрасно. Мы это все оценили. Хорошо, давайте поговорим немножко о Counter-Strike. Как вы вообще следили за EPL, за другими группами, в курсе или не до того? Ну что ж, я даже комментировал некоторые матчи сегодня, пока ездил по Катовице туда-сюда, потому что приехал туда-сюда без вебки, возвращался за ней, смотрел эту безумную абсолютно рубку Нави против ИГО 37-34. Я очень под большим впечатлением нахожусь, Нави все-таки выиграли. Ну и в целом не без неожиданностей прошли матчи некоторых групп, да и результаты тоже. Интересно, ESL Pro League складывается. И очень важно, как мне кажется, что наконец, спустя 2 сезона, это только первый за 3, где удалось сделать все-таки лан студийный, привести все команды. Это очень, очень занимательно. Намного интереснее, чем наблюдать за этим всем в онлайні. Я подивився, там, може, декілька матчів до цього з усіх груп, які були. Якось дуже важко сконцентруватися взагалі на тому, щоб подивитися КС. Постійно які щось заважає, там новини, думки. Повітряні тривоги теж заважають іноді дивитися Counter-Strike. Ну, але сьогодні от сів і повністю від початку до кінця подивився матч з Counter-Strike, бо знав, що ми так от будемо з вами розмовляти, тут сидіти, і треба ж, розібратися, про що ми тут будемо казати. Тому зараз буде аналітика найвищого рівня. Видишь, я тебя стимулировала вернуться в Counter-Strike. Я тебя понимаю, первую группу я тоже не смотрела, потому что я была в каком-то состоянии абсолютно, которое тяжело описать и явно было не до КС. Сейчас Нави играют, а это значит, что мы работаем. Итак, первый матч против АГО. Естественно, Нави были суперфаворитом против команды, которая занимает 137 место в рейтинге ХЛТВ. Польский коллектив. Тоня, що з Бумичем сталося? Ти скажи нам краще. Ковид у человека. Як можна в 5 за місяць захворіти? Не в 5 за месяц, не надо. Были, во-первых, в Катовице у него был ложно-положительный результат, начнем с этого, и он вышел даже без карантина, сразу играл уже с ребятами. Одну игру он только сыграл онлайн. Во-вторых, такое бывает, действительно. Мне кажется, что нужно, не мне кажется, я не могу судить, я не врач, но однозначно у меня есть лично знакомые, которые тоже болели, я вчера проводила ресерч на эту тему, которые болели 2 раза за месяц ковидом, это возможно. У него действительно положительные результаты, чувствует он себя вроде как нормально. Желаем Кириллу скорейшего выздоровления, надеюсь, к плей-офф он к нам присоединится, если это возможно. Поэтому ничего нового я тебе рассказать не могу, правда есть такая, какая она есть. Ничего, никакой мистики тут нет. Я лично могу сказать, что здесь в соседней комнате у меня сидит человек, Алексей Воронов, который умудрился 2 за месяц заболеть ковидом, так что можешь у него, Петрик, спросить. Я просто взагалі, я забув, що є така хвороба за останні. У нас вона просто вже пропала, забей. В Україні нема більше ковіду просто. У нас другие проблемы немножко. Хорошо, 16-1 даст 2. 37-34 на Мираже. Во-первых, были ли такие прецеденты на вашей памяти, что вот такие 2 полярные карты и вообще 7 раундов допов? Как это возможно? Что вы можете сказать по этому поводу, Костя?
Ну, прецеденты такие были, не могу вспомнить отдельные матчи, но это достаточно распространенная практика, когда, скажем, на первой карте какая-то команда не может вкатиться совершенно, а на второй начинается дикая рубка. Но, конечно, таких затяжных допов, я вообще не помню, когда в последний раз мы смотрели на лане 37-34, это прям рвань. Скажу сразу от себя, на мой взгляд, огромная ошибка с точки зрения ИГО было пикать карту Dust 2 и отталкиваться там даже от своей, возможно, сильной, потому что для Нави с заменой, во-первых, Dust у них в принципе хороший, да, всегда был, это одна из основных карт Нави, а во-вторых, замене намного проще, то есть Хэтрик просто встал в длину на позицию Бумыча, и в принципе все окей, а ребят просто не было. Но Мираж такая классическая карта, то, что происходило, там видно, что Хэтрику очень сложно, видно, что он сильно волнуется, что вкатиться он пока не может, но есть бит в первую очередь, да, и есть Симпл, которые как раз, можно сказать, на двоих закрыли большую часть карты Миража. Отлично, отлично, очень приятно за таким наблюдать, были ножи, были и эйсы в исполнении Симпла, и Хэтрик пару таких интересных моментов показал там с приемкой тех же ковров. И в одном из последних раундов, когда они 2 в 3 остались, Симпл сказал ему: беги на мидл, значит, закрывай эту бомбу. Все получается, все здорово, даже без Бумыча, без капитана, казалось бы. Да, конечно, можно сказать, что ИГО это там команда на 137-м месте мирового рейтинга, и типа они такие слабые, но по факту ничего особенного. Зачастую бывает так, что, во-первых, опыта там много, да, там серьезные ребята, а во-вторых, сейчас рейтинг ничего не отражает абсолютно. Там была ситуация, когда фейзы были там на 60 каком-то месте, потом буквально за 2 недели поднялись в топ-10. То есть вот такая ситуация. Рад очень я, что Нави остаются вот, ну, вместе, да, если Бумыч не заболел, он бы тоже приехал. А во-вторых, что способны такие допы выигрывать. Получилось у нас 2 карты по цене 3, да, или 3 карты по цене 2, скорее. Да. Петрик, что скажешь? Вот говорит Костя, что ошибкой было для ГО пикать Dust 2. Не считаешь ли ты ошибкой, и это, кстати, выражали наши комментаторы, Сеня говорил это на стриме, не считаешь ли ты ошибкой для Нави пикать Мираж против Агок? Говорят, что это вроде как их лучшая карта. И вот я тоже списывалась там с Бэнксом, он говорил о том, что, в принципе, на этой карте они сильны, могут себя как раз и показать. Что ты думаешь? Или для Нави... Нет смисла вообще считатися з цим. Знаєш, Наві в фіналі мейджору не будуть дивитися на суперника і будуть пікати ту карту, яка їм здається найбільш комфортною на даний момент в конкретних обставинах, да? І, можливо, пікати нюк, який Наві дуже люблять. Ну, з Хетріком було б набагато гірше, ніж Міраж, бо Наві Джуніор не грають нюк, наприклад. Да. Тому пікати Інферно, на якому Хетріку треба буде заміняти Бумича на банані, це набагато складніше, ніж на апленті на Міражі, да, того, що ми бачили. Ну, я звик не критикувати майже Мапвето Наві, бо знаю, що там Блейд, який 400 разів подумає над тим, що обрати. Тому ти ніколи не можеш знати на 100%, яка карта в тебе піде краще. Навіть на цьому Міражі ми бачили багато ситуацій, коли Наві, незважаючи на поганий старт, так, наприклад, перша половина і друга половина теж, Аго починають дуже жорстко, але Наві знаходять можливість повернутися, дати якийсь міні-камбек, і виходять, все ж таки почувають себе комфортно. Те, що там на допах відбувалось, там Наві могли програвати, не знаю, разів, може, 5, тому вони мають бути щасливі, що це все 2-0 закінчилось. Так само, як і мали б вигравати, може, разів 5. Тобто були можливості і туди, і сюди, але, все ж таки, вони перемогли і хай радіють. Как тебе выступление Хэтрика? Как тебе его дебют на тир-1 сцені? Як тебе, Даня? Як для обставин, в яких він опинився, уявіть собі, Скажи, Тонь, коли він дізнався, що йому треба їхати в Дюссельдорф? Ой, наверное, позавчера. Вот он приехал вчера, он сейчас сидит в номере на карантине, играет до субботы там. То есть это буквально позавчера, скорее всего, он об этом узнал, да. Ти уяви, да? Тобі 17 років, ти Даня з Наві Джуніор, в тебе в країні війна, і тут тобі треба і приїхати в Дюссельдорф. Слава Богу, он оказался в Європі. Зіграти 2 праки. Да, і вийти грати офіційний матч в складі Наві, замінюючи капітана команди, да, тобто в тебе навіть нема капітана, який тобі буде посеред гри там може казати, що робити, тобто, це дуже, дуже складно. Як для дебюту, як для першого матчу, як для обставин, в яких він опинився, він дуже класно зіграв. Тобто він, так, в нього були помилки, але в принципі я задоволений тим, що він зробив. На першій мапі 0 претензій до нього, на другій мапі в нього були як гарні моменти, так і моменти, де він трохи не робив те, що зробив, можливо, Бумич. Але в цілому я пишаюся навіть Данію, що він зміг так зіграти, як він сьогодні зіграв. 91 рейтинг у него в результате этого матча, вполне.
Да, плюс еще надо понимать, что на Мираже он не закончил на последнем месте, то есть был поляк, который сыграл хуже, при этом, ну, значительно хуже. Это 0.66 против 0.8 рейтинга. Так что, наверное, даже это, ну, тоже своего рода показатель, когда Хэтрик вот сидит в отеле, да, как ты сказал, позавчера узнал, и он не сыграл хуже всех. То есть это... І він грає не свої позиції. Да, не тобто- свои Да, позиции. То есть абсолютно не он свои и на позиции. первой... Например, Его да, он и позиция на — это первой, и на позиция второй Ильи в карте... основном. Да, Бумыча. Да, он играет, но его позиции, мне кажется, более привычны. Это те позиции, на которых отыгрывает Илья. Да. Може навіть і не Ілля, а може навіть ті, що грає там Біт чи Електронік, мені здається теж. Тобто він навіть джуніор головна зірка, да, а тут він грає на якомусь сплинтах, да, там, де його поставлять на якомусь на краю мапи. Тому ну, для нього це був нереальний виклик, тому він красавчик. Красавчик однозначно. Как вы думаете, вот у нас завтра матч против ЕГЭ. Мы можем, в принципе, кратко обсудить группу и потенциал каждой команды из этой группы. Вот Нави, Астралис, Complexity, ЕГЭ, Героик, АГО. Какие из этих команд вам кажутся фаворитами? Какие вот 3 команды выходят из группы, 3 команды улетают? Давайте назовем 3 команды, которые выйдут. Мы как-то комментировали с Дефом, и там он мне задал этот вопрос. Я чисто по приколу сказал Complexity, ЕГЭ и Go. Конечно, этого не произойдет. Нави выиграли первый матч, это резко повышает их шансы. Вторыми должны быть Heroic, но вот на третий это вопросы, потому что, во-первых, вопросы оставляют Астралис, их текущая форма. Во-вторых, есть темные лошадки. Это те же ЕГЭ, о которых у нас очень мало информация, да, относительно их формы. Возможно, набрали Complexity. Да и Go, в общем-то, эти затяжные допы могут тоже вставить палки в колеса любой из этих команд. Так что Нави Героик я бы здесь выделял. Насчет третьей команды, честно, сейчас это как пальцем в небо тыкать, потому что нужно смотреть дальнейшее выступление. А ты, Саш, веришь в североамериканский Counter-Strike, так скажем? Ну, я менше вірю в Complexity. Мені здається, що ну, вони на минулих чемпіонатах показали, що вони слабші за інших. Аго на дистанції теж я не думаю, що зможуть нас здивувати, там, як, наприклад, Movistar Riders в іншій групі. Тобто від них вони, може, когось обіграють, але я не думаю, що вони вийдуть з групи. А от, ну, Героїк для мене топ-1 фаворит групи, враховуючи обставини, в яких опинились Наві, ну, типу, дивно вважати їх фаворитом. Сорі, Толь, ну, це об'єктивно. Мы тут анализируем, холодная аналитика. Ну, да, ну, об'єктивно, ну, ми бачимо стендин, ми бачимо війну, і тому дуже важко, я думаю, було у команді підготуватись. Тому, ну, групи, мабуть, мають виходити на. Герої, як на мене, мають виходити просто вщент, розгромивши всіх в цій групі з нереальним відривом, я чомусь впевнений в данцях. А кто будет третий? Ну, я поставлю на Evil Geniuses, я верю в американский КС. Плюс еще надо понимать тенденцию самой ESL Pro лиги, что в группе А, что в группе Б есть команды, которые не прошли в принципе, хотя от них все этого ждали. Скажем, в группе А у нас за бортом остались G2 и Маус. Ну, если с Маусу более-менее понятно, то G2, ну, камон, пусть даже и без Алекси некоторые матчи они играли. Видим здесь Fnatic, у которых состава сейчас по факту нет. Группа Б то же самое. Vitality не прошли, Outsiders не прошли. При этом мы видим Фурию на первом месте и видим Энс. Дальше Movistar Riders на первом месте вообще без поражений. Поэтому, наверное, логично предположить, что в группе D, учитывая эти обстоятельства, тоже будут какие-то необычные, непредсказуемые варианты и результаты. Надеюсь, они не коснутся нас. Вот единственное, что я хочу сказать. Завтра матч против ЕГЭ. Давайте сделаем некоторые... Я надеюсь, что этот влог выйдет у нас завтра днем. Давайте сделаем некоторый прогноз Нави ЕГЭ. ЕГЭ, в принципе, интересный состав. Там есть классные ребята. Как вы думаете, за кем будет победа? Саш? Ну, важко оцінювати EG, якби хотілося б хоча б побачити, да, бо цей влог вийде вже наступного дня, коли вже всі побачать, як грають ЄГЕ, хоча б трошки. Якщо тикати пальцем в небо, я знаю, ви всі поставите на Наві, тому я буду за ЄГЕ. А чего? Костя у нас любит альтернативные варианты. Может быть, Костя сейчас выберет тоже ЕГЭ. Кого же ты выберешь? И Толя потом выберет ЕГЭ, да, чтобы быть типа непредвзятый. О, оце було б дуже круто. От класно. Давайте так і зробимо. Як вам ідея? Ну, смотрю я на коэффициенты сейчас. Например, GGBet дает на ХЛТВ указано 4-1. Некоторые дают 5 на ЕГЭ. А как по мне, это, конечно, too much. Это too much против, да, против состава, против неполного состава. Конечно, Нави здесь фаворит, но я бы где-то, не знаю, 3-1 давал, может быть, 2,5. Но причин верить в ЕГЭ, которые там 2 недели назад проиграли команде Пати Астронавт со счетом 7-16, ну это тоже... Пати Астронавт це еліта, ти що? Да, это тоже такое себе. Ну, вроде как на квалы, да,
американскому РМРу они неплохо выступили, то есть сумели пройти со второй попытки, но... Но не смогли пройти пати астронавтс. Да. Но этот матч уже ничего не решал, тем не менее. Коротше, Костя за Наві, Тонь. Я поняла. Перед тобою дуже складний вибір. Дуже складний. Лишиться работы или поставить на ЕГЭ. Наоборот, лишиться работы или поставить на Нави. Конечно же, я верю в Нави, несмотря на то, что у нас замена, я все равно верю в Нави Junior, в первую очередь, как проект, и он, в принципе, вы видали, какие плоды. У нас есть 2 бойца, один G2, второй у нас. Конечно же, про Бита и Моноси, возможно, это начало большой карьеры и Дани Хитрика. Поэтому я надеюсь, что все будет хорошо, он немножко с нервами своими как-то справится. Кстати, в нашем телеграм-канале уже есть небольшой комментарий Хитрика о ситуации, которая, ну, в смысле, не ситуация, а первом матче, о его дебюте. Спасибо большое, друзья, что подключились для этой аналитики. Надеюсь, что мы так еще соберемся еще раз. Друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал.